Клипсы у нас бывает держатся не очень плотно, бывает поплотнее. Его нужно надавить, и тогда тросики открывания двери убираются. Не отстегивая вот этих разъемов, нужно спустить стекло до уровня и убираем его в сторону. Так, снимается замок. Вот он у нас в руках. Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install, меня зовут Виталий. И сегодня вы очень удивитесь, наверное, но мы ничего устанавливать не будем. По просьбе одного из подписчиков мы будем разбирать дверь на Kia K5 или Optima, скажем, для того, чтобы установить какой-то девайс или просто поменять ручку или дверной замок, и соберем обратно. Так, начнем разборку с вынимания заглушечек. Так, здесь получается у нас саморезы закручиваются. Их нужно аккуратненько удалить. Затем снимаются пластиковые накладочки. И все остальное у нас на клипсах. Клипсы у нас бывает держатся не очень плотно, бывает поплотнее. Здесь есть отверстие, в которое можно вставить пластиковый инструмент и поддернуть немножко. Так, далее. Здесь у нас есть рычажок, его нужно надавить, и тогда тросики открывания двери убираются. Ну и разъемы, естественно, соответственно вытаскиваются. Итак, для того, чтобы нам снять теперь дверную карту, точнее вот эту парозащиту, на ней держится стеклоподъемник. Чтобы снять стекло, здесь есть технологические отверстия. Вот одно, вот это, наверное, второе. Для этого нам нужно спустить стекло. Чтобы спустить стекло, данная машина аварийная, она уже не работает. То есть, если вы разбираете свою машину, то не отстегивая вот этих разъемов, нужно спустить стекло до уровня, чтобы здесь вы увидели болт в этом отверстии. В данном случае мне придется снимать движок для того, чтобы разблокировать ход стеклоподъемника. Так, подбираем нужный ключик, звездочку. И теперь, постепенно прокручивая, опускаем стекло до нужного нам уровня. Так, машина аварийная, немножечко тут не все работает так, как хотелось, но принцип, я думаю, будет понятен. Так, откручиваем стекло. Выворачивать болты до конца не обязательно, они держат зажим. Нужно просто расслабить. Так. Затем вытаскиваем стекло полностью из двери. И убираем его в сторону. После чего нужно открутить все болты на этой карте или парозащите. После того, как мы освободили
дверь. Так, у нас получается, нужно будет освободить теперь тросики, потому что они не дадут снять. Вот этот тросик держит клипса, она как елочка. То есть если вы ее будете снимать, то она вам порвет вот эту вот штучку, но без этого никак. Потом просто можно будет затолкать немножко дальше, и она будет держать так же, как и держала. Так, далее приподнимаем немножко вверх, и у вас стеклоподъемник уйдет. Так, для того, чтобы вам было больше места, доступ, освобождаем косичку. И здесь вот есть разъем. Сейчас покажу поближе. Так, здесь есть разъем. Его нужно снять. Теперь у нас дверная карта освободилась. Ну или парозащита на ней. Стеклоподъемник. Я не знаю, как это назвать правильно. Ну, я думаю, понятно. 3 двери. Устройство достаточно простое. Здесь идет все на тягах и на крючках, которые можно освободить для того, чтобы вытащить. Так, освобождаем тяги, вытаскиваем. Так. И здесь вроде все. Здесь еще есть на замок тяга, но она под кожухом. То есть как бы это будет сниматься уже после того, как снимем ручку. Итак, далее на двери, если посмотреть сбоку, есть вот эта вот заглушечка. Ее нужно снять аккуратно. И удаляется замок. Вот эти 3 болта открутить надо. Итак, заглушку нужно снять, отдев ее чем-нибудь остреньким. Там у нас болтик. Так, не видно, да? Но болт на 10. Нет. Да, он на 10 и можно отверткой. Ну, я думаю, мы будем его откручивать. Головкой на 10. Этот болт оттуда не вытаскивается, он просто откручивается, ослабляется и остается на месте. После его отворачивания можно снять, как неудобно одной рукой. Так, снимается замок. После того, как сняли замок, ручка вытаскивается движением в сторону замка и вынимается. Замок откручивается звездочкой. Вот он у нас в руках. В принципе, это все. Больше тут разбирать нечего. Начнем в обратном порядке. Ставим замок. Затягиваем хорошо. Устанавливаем ручку на свое место. Так, смотрим, чтобы у нас уплотнители не убежали. Они убегают. Так, еще разок. Так, и вставляем замок в свое место родное. Он у нас зафиксирует. Ручка собрана. Так, и надо закрутить болтик на 10. Он у нас оставался на месте, поэтому его просто нужно
назад закрутить. Ставим заглушечку на место. И переходим. С той стороны замок. У нас есть тяги. Надо их подсоединить назад. Так. Цепляем тягу. И далее собираем в обратном порядке. Первое, что нужно сделать, это подсоединить разъем. Затем вставляем клипсы на места. Немножко приподнимая, вешаем на петли. Пластмассовое изделие это. Не знаю, как называется. Так, вытаскиваем резиновый уплотнитель тросиков. Так, затем закручиваем все болты на свои места. Затем вставляем фиксатор чуть-чуть поглубже. Будет держать. Так, и устанавливаем стекло. Так, стекло устанавливается в обратном порядке. Сейчас я покажу, как это делается. Засовываем в щель. Чтобы было удобнее, можно, в принципе, вот эту вот резинку уплотнительную снять на время. Так, и оно засовывается под углом, а затем выравнивается. Так, вставляем штатные прорези и опускаем до стеклоподъемника. Здесь будет видно, это стекло сядет до болта на зажим. И надо его зафиксировать просто. То же самое здесь. Так, затем, так как стеклоподъемник вы снимать не будете, скорее всего, то стекло у вас останется со стеклоподъемником, вам придется только кнопку нажать. Мне придется его поднять вручную. Соединяем разъемы. Стекло у нас стоит. Динамика здесь не было. Так, и ставим дверную карту на свое место. Точно так же соединяем разъемы, как они были. Устанавливаем тросики управления закрытия дверей. Навешиваем дверную карту. Ага, стоп. Устанавливаем резиночку уплотнительную обратно. Вот так. И ставим обратно дверную карту. Затем нужно завернуть обратно саморезы и закрываем заглушки. Итак, друзья, мы с вами разобрали и собрали дверь. Это Kia K5, она же Optima. Также можно разобрать дверь на любой другой машине, и как бы это не является там
критичным. Единственное, что я забыл, вы, наверное, уже заметили, заглушечку поставить на технологическое отверстие, где у нас стекло снимается. Не забывайте, я уже как бы за кадром разберу, поставлю. Вам придется все делать заново. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписка вот здесь. Нажать нужно на кнопочку. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите, что вам еще интересно. Если это в моих силах, я выложу для вас познавательное видео. Всем удачи!